Сегодняшняя наша жемчужина – это Талмуд. Но я хочу начать в русской традиции с литературного произведения. Единственный лауреат Нобелевской премии по литературе, писавший на иврите, замечательный писатель Шмуэль Йосеф Агнон в своей повести «Два мудреца, что были в нашем городке», «Шней талмидей хахамим шехаю бейрену», вот я даже принес эту книжечку, описывает чудесный талмудический спор. Спор очень сложный между двумя мудрецами. Разница между ними состоит в том, что один из них богат, а другой беден. С точки зрения талмудического спора это не имеет никакого значения, казалось бы. Но вот выяснилось, что имеет значение. И проиграл бедный талмудист. Послушайте, что об этом говорит выигравший богач. Вот цитата. «Знайте, господа, что рабби Мойше Пинхос знаток закона не меньший, чем первые законоучителя Харишоним. И даже в том талмудическом вопросе, толкованием которого он хотел меня принизить, видно было его величие. Просто заслуги моих предков позволили мне пользоваться проверенными книгами. А он был вынужден учиться по книге испорченной. Отсюда вытекает его ошибка. А ошибка тянет за собой множество ошибок. Это очень важный фрагмент, это очень важный подход к талмудическому тексту. Исключительно важен проверенный текст. Об этом проверенном тексте мы сегодня и будем говорить, но все-таки прежде всего очень коротко о самом памятнике о Талмуде. Я позволю себе вам напомнить. Прошлая наша встреча была посвящена Мишне и комментарию Маймонида. Мишна – это 6 больших разделов, которые были завершены в самом начале 3 века нашей эры, здесь, в земле Израиля и Игуды и Ханаси. Он завершил свою работу, отредактировал ее, но законоучителя, мудрецы продолжали комментировать и комментировать и комментировать вот эти самые 6 разделов. Комментировали они их параллельно в 2 местах – в Святой Земле и в диаспоре, точнее в Вавилонии, в академиях Вавилонии. И так постепенно появилось 2 вида комментариев к одному и тому же тексту Мишны. Вот мудрецы земли израильской, они закончили свои комментарии, как мы считаем сегодня, где-то в 60-х годах IV века нашей эры. А в Вавилонии эти комментарии продолжались еще довольно долго, где-то до конца VI, может быть, даже до начала VII века нашей эры. И таким образом у нас появилось 2 памятника. Одна и та же Мишна – это базис, и над ней 2 надстройки, если можно так выразиться. Одна иерусалимская, и она называется Иерусалимский Талмуд, другая вавилонская, и называется Вавилонский Талмуд, который, как я уже сказал, был завершен в конце VI, в самом начале VII века. К этому времени подавляющее большинство евреев жило уже вне земли Израиля, в диаспоре, и, соответственно, и Талмуд, который был создан в диаспоре, стал их главным памятником. Вот с этого времени Вавилонский Талмуд становится их главной книгой. Я хочу вам сказать, что я сам не человек Талмуда, я уж, если говорить, я человек Библии. Но я для себя пытался определить, вот какое дать определение этим памятникам. И я сформулировал вот так. Вот Библия для меня, по моим понятиям, самая главная книга. А Талмуд, по моим понятиям, самая главная еврейская книга. Или самая главная книга иудаизма, который вот как обручами сковал вот эту бочку, не дал ей распасться и на многие-многие века обеспечил дальнейшее развитие этого религиозного течения, нас, собственно говоря. Вот, что у нас получилось. Получилось у нас еще вот что. Совсем не ко всем трактатам Мишны сохранилось вот это комментирование, оно называется гемара, завершение. И понятно, например, мы не знаем, собственно говоря, они не писали эти комментарии или они не дошли до нас, но в общем логично предположить, что, например, комментарий к разделу посевы, который практически весь, кроме одного трактата, посвящен
проблемам Святой Земли, незачем было в Вавилонии писать комментарии и так далее. Поэтому мы можем сказать так, в Мишне 63 трактата. В Вавилонском Талмуде сохранилось вот это комментирование Гемара к 37 трактатам. В Иерусалимском Талмуде к 39 трактатам. В общем, это безумно сложная книга получилась. Это как бы такая еврейская игра в бисер, если можно так сказать. Масса законоучителей, сотни, школы различные. У них разные мнения по одному и тому же вопросу. Вопросы эти галахические, то есть связанные с правовыми постулатами или с правовыми оценками. Но с другой стороны, они приводят массу притч, рассказов, анекдотов, если хотите. И получается, что это все перемежается между собой, и как бы этот Талмуд еще состоит из двух частей. Из правовой части, из галахи, и из вот такой литературной, если так можно сказать, которая называется агада, повествование. Как бы галаха – хлеб насущный, без которого не прожить, а агада – душа народа, а без души тоже не выжить. Вот я вам хочу прочесть, как попытался, не попытался, а как определил вот это вот соотношение выдающийся поэт немецкий Генрих Гейне в стихотворении Иегуда бен Халеви. «Но как небо нам сияет светом двойственной природы, то горячим светом солнца, то холодным лунным светом. Также светит нам Талмуд. Оттого его и делят на Галаху и Агаду. Первую назвал я школой фехтования, а вторую назову, пожалуй, садом. Садом странно-фантастичным, двойником другого сада, порожденного когда-то также почвой Вавилона. Это сад Семирамиды или 8-е чудо света». Вот наш Талмуд, он точно тоже одно из чудес света. Смотрите, сложнейшая книга, формировалась в течение долгого времени, является квинтэссенцией иудаизма, и поэтому всегда воспринималась с огромной опаской в христианском мире. Христиане боялись Талмуда, считали эту книгу самой вредной и самой антихристианской. Поэтому в средние века ее просто сжигали. А вот Тедафе Талмуда – это явление, которое преследовало еврейский народ в течение всего Средневековья. Самое знаменитое аутедафе Талмуда, которое произошло в Париже в 1240 году, 42-м, извините. Вообще мы не знаем, на самом деле, точно, это был 42-й или 44-й, неважно. Там более 1000 рукописей было сожжено. Наверное, это был не только Талмуд, но все-таки это в основном были рукописи Талмуда. Значит, христианский мир Талмуд сжигает. А евреи, наоборот, они его до дыр зачитывают, потому что им все время занимаются в ешивах. При этом текст этот очень сложный и достаточно большой. Вот все это вместе привело к тому, что у нас практически нет очень ранних рукописей Талмуда. Остались какие-то фрагменты, немножко в Каирской Генизе, какие-то отдельные трактаты. Но вот чтобы целый Вавилонский Талмуд сохранился, это правда настоящее чудо. Вот об этом чуде мы сегодня и говорим. И мало того, что он сохранился весь в этой рукописи, нашей сегодняшней рукописи, он еще и сохранился в очень хорошем варианте текста. Но не мы первые, которые это заметили. Уже в начале нового времени, как только появилась вообще еврейская библиография, как только появились ученые, пусть мудрецы, но все-таки ученые с европейским пониманием того, что такое библиография и наука о рукописях или о книгах, этот Талмуд заметили. И первым таким человеком, который обратил на него внимание и описал его, был знаменитый и каббалист, и общественный деятель, но и библиограф Хаим Йосеф Давид Азулай, или, как его принято называть, Хида. Хида был отправлен общиной Святой Земли, он был шалиах, в общины Европы и не только Европы собирать деньги для живущих в Святой Земле мудрецов. И он ездил из места в место, встречался с очень интересными людьми,
собирал деньги на общины, на ешивы, и всюду старался увидеть книги и рукописи. И вот он все это насобирал и издал, может быть, это такая первая настоящая библиография, которая охватывает очень большое количество еврейских рукописей, более 2000 он написал, под названием «Шем Хагедолим», «Имя великих». Он в нем описал и биографии знаменитых раввинов, но главное, для нас, во всяком случае, главное, он описал там и рукописи, увиденные им. И вот он пишет, что когда он был в земле Ашкенос, я вам даже прочту это место, значит, в земле этой Ашкенос, это было в городе Пферзее, это сегодня Аугсбург в Баварии. Он пишет, я видел полный шас, то есть Талмуд, весь написанный на пергамене. Видел его в городе Ферзее, что в начале земли Ашкеносской. Дальше он перечисляет другие части этого текста. Пишет, что переписана эта рукопись была в Париже в 103 году по 6000. Это 1343 год. К сожалению, он не имел возможности долго наслаждаться этой рукописью, потому что вообще-то он должен был деньги собирать, а не рукописи читать. Но он многое из нее выписал и частично опубликовал в разных местах. Но главное, что он дал ее вот это описание. Вот мы теперь знаем, что в Ашкеносской земле, у него там прямо вав стоит, что это Ашкенос, эта рукопись хранилась. Дальше, примерно через 100 лет, вот уже она по-настоящему вошла в научный оборот. И связано это было с именем другого мудреца, талмудиста и абсолютно тоже выдающегося библиографа, которого звали длинным именем Рафаэль Натан Нета-Рабинович. Рафаэль Натан Нета-Рабинович в 1863 году оказался в Вене и, беседуя с какими-то мудрецами, говорил о том, что у него вообще есть мечта сверить разные варианты текстов Талмуда, в которых он, особенно те места, в которых он сам, как тонкий знаток текста, как тонкий талмудист, сомневается, или ему кажется, что там есть какая-то ошибка или неточность, но как бы нет доказательств. И ему говорят, а ты это в Вене было. А ему говорят, а ты знаешь, что вот в Мюнхене, в императорской библиотеке в Мюнхене есть полный Талмуд, древняя рукопись. Он говорит, ах, поехал в Мюнхен. Приехал в Мюнхен, не просто приехал, еще нашел богатых людей, которые все это согласились оплатить, чтобы он этим занимался. Приехал, ему говорят, да, действительно, есть у нас такая рукопись выдающаяся Талмуда, знаем про нее, но сейчас ее дать вам не можем, потому что другой, самый вообще главный библиограф, один из героев моей жизни, вот самый великий знаток еврейской книги, Морец Штейншнейдер, он именно сейчас занимается описанием рукописи нашей библиотеки, и мы ему послали этот Талмуд в Берлин, пусть, значит, он его описывает. Как только он его вернет, мы вам его выдадим. И вот он сел, значит, в Мюнхене, ждал этого Талмуда, пока изучил все остальное, что было в библиотеке. Там были отдельные разные трактаты, но ждал с нетерпением, когда, значит, этот Талмуд к нему приедет, вернется. Он приехал, и ему его выдали. Он сел, как мне кажется, полистал и со своим тонким пониманием текста и с невероятно острым глазом понял, что он приехал сюда надолго. Он понял, что вот это тот Талмуд, который он всегда искал, вот это тот текст XIV века, 1341 года, который и будет для него главным текстом, сверяя с которым он поймет правильность талмудического текста. Вы будете смеяться, он сел его переписывать. Вот да, во второй половине XIX века, даже ближе к концу, он сел по-настоящему переписывать и осмыслять этот текст в течение переписки. Переписывать удобнее дома, поэтому этот Талмуд ему выдали на дом. Вот меня всегда такие вещи поражают. Я сейчас сидел дома, переписывал Талмуд, а я приехал в эту библиотеку не так давно. Вот я был в Мюнхене, тоже пришел и хотел, чтобы мне для нашей лекции выдали его. Они его теперь не выдают. Они мне сказали, вот, Шимон, если бы ты там за год написал нам, мы бы на совете директоров это обсудили, мы бы тебе выдали. А зачем, говорит, тебе этот Талмуд? Я говорю, ну как зачем?
Рабиновичу вот домой дали, а мне вы не даете. Они говорят, подожди, не-не-не, мы тебе тоже домой дали. Наш Талмуд полностью выставлен в сети, что правда. Любой из вас, кстати, если вам интересно, может его хоть весь там читать. Вот мы тебе его выложили, пожалуйста, возвращайся домой и читай его сколько угодно. Еще у нас есть там факсимильные издания его. Ну, я подумал, что это действительно абсолютно честно. Вернулся домой и стал его читать. И так он 2 года его переписывал. Потом еще несколько лет сравнивал разные варианты и действительно издал. Он издал совершенно уникальную книгу, она называется «Дикдукей Софрим». Это 15 томов его уточнений. Дикдукей Софрим – это уточнение писцов, как бы, уточнений различных текстуальных разногласий. И вот он очень подробно там описал всю историю этого Талмуда, но в частности он пишет, вот он так написал: полный шас, вот это тоже интересно, они все его называют шас, то есть шиша сидрей, подчеркивая, что очень важны вот эти 6 разделов Мишны, на котором он основывается. В рукописи, который был прямо передо мной во время этой работы. Такая рукопись, она единственная в мире. Даже в таких больших библиотеках, как библиотека Оксфорда или Рима, в которых хранится множество рукописных трактатов, полного шаса нигде нет. Поэтому данная рукопись исключительно ценна, и остальные рукописи с ней не сравнятся. Так вот, после него мы можем уже точно сказать, что она вошла в научный оборот. Надо сказать еще, что он, время даром не терял, пока он сидел в Мюнхене. Он действительно получил хорошую материальную поддержку от богатых евреев, которые очень ценили его работу и понимали ее значимость. Но эта материальная поддержка позволила ему в это время сформировать собственную библиотеку. Он умудрился купить 158, кажется, рукописей за это время, 156 вот у меня записано, и 43 инкунабула. И, кстати, одна из частей вот этих Дикдукей Софрим, это его очень знаменитая книга, с которой я много работал, это описание всех инкунабульных изданий Вавилонского Талмуда. Действительно очень важный такой исследовательский подвиг тоже, можно сказать. Маамар аль-Хадпасат Хаталмуд называется. Ну, а теперь, вот после этого предисловия, давайте мы посмотрим на саму эту рукопись. Значит, еще раз подчеркиваю, она хранится сегодня в Баварской библиотеке в городе Мюнхене. Ее шифр кодекс еврейский номер 95. Она была переписана в Ашкеназе. Вот Хида считал, что она была переписана в Париже. Он не просто так назвал этот город. Дело в том, что помимо Талмуда там есть еще разные вкрапления в начале и в конце текста, и в частности приведены образцы документов. И вот образец разводного письма Гетта, да, он приведен с упоминанием города Парижа, где как бы происходило якобы это действие. Но это не может свидетельствовать, уж точно не может говорить о том, что это наверняка было переписано в Париже. Скорее всего, просто он копировал какой-то документ. Потом мы еще и знаем, что в Париже в это время как раз евреи не жили. Это был период изгнания их во Франции и скитания там по разным городам. Тем не менее, это точно Ашкеназ, это, возможно, Франция, но, безусловно, ашкеназские земли. Эта рукопись переписана на пергамене. В ней 577 листов. Пергамен хорошей выделки, 577 листов. Но там не только Талмуд. Там в самом начале есть несколько разных небольших сочинений, и талмудического, и даже астрономического содержания. И в конце есть просто разные еще вещи, еще какие-то вкрапления. Поэтому мы можем сказать, что вот сам Талмуд непосредственно переписан на листах с 8 по 571. Его переписчик, его звали Шломо бен Шимшон, был совершенно уникальным, выдающимся человеком. Мы увидим его имя чуть позже. Но пока самое главное, что он сделал удивительную вещь. Он совершенно по-другому в этой рукописи, по собственному абсолютно
по решению волюнтаристскому решил расставить трактаты Талмуда. Не так, как они разбиты в Мишне, не так, как мы потом знаем, как все это вообще было. Он решил так. Я сначала переписываю все трактаты, в которых есть и Мишна, и Гемара. То есть есть и Мишна, и комментарии поздние к ним. Когда я перепишу вот эти 37 трактатов, после этого я начну только переписывать те трактаты, в которых сохранилась только Мишна. Этот порядок по переписке больше никогда никем не соблюдался. Это его индивидуальное изобретение. Поэтому он начал свою рукопись с раздела Моэд, праздничные даты, это вообще второй раздел, Азраим, первые посевы, они посвящены Святой Земле, и нету, значит, гемары, и он уйдет в конец этот посевы. Начинает он с первого трактата Шаббат. Вот у нас с вами первый лист, это лист 8а, с которого, собственно говоря, и начинается эта рукопись. Посмотрите, что здесь сразу видно. Мишна, нет, давайте, Мишна, она написана как бы отдельным столбцом, квадратными буквами. Первые слова выделены большими буквами, а дальше идет квадратное письмо. А Гемара, она написана как бы полуквадратным, усредненным таким письмом. И что очень важно, вот мы сразу видим, это работа невероятного каллиграфа. Такая плотность текста, которая не сбивается на протяжении всей рукописи, такая четкость линий, такая уверенная рука, она выдает в нем мастера. Расположение материала выдает в нем талмудиста со своим собственным представлением о том, как это надо делать. А вот эта убористость и четкость выдает в нем, конечно, мастера-каллиграфа. Вот он писал, переписал все это, и на 501 листе появляется у нас первый колофон. То есть вот он завершил переписку той части, которая была и Гемара, и Мишна. Вот в этом колофоне сразу видно его имя, Ани Шломо бен Раби Шимшон зихруно левраха, и дальше там стертый текст, в котором, если текст стертый, там всегда, значит, должно быть имя заказчика, а появляется новый заказчик, он стирает, или владелец, стирает имя старого, вписывает свое. В данном случае мы, кстати, мы не можем определить, вот просвечивая эту рукопись по-разному, с ней много экспериментов проводили, мы не можем определить, был ли вообще там какой-то текст. Совершенно не исключено, что было оставлено чистое место, и вот этот самый заказчик, вот мы видим его имя Мататья бен Раби Йосеф, он, может быть, и был первым. И дальше идет, соответственно, год, что вот я завершил эту рукопись 12 числа месяца Кислева, года 100 плюс 3 по 6 тысячи. Если это перевести на современное летосчисление, то это получается 11 ноября 1342 года. Ну, написал колофон, хорошо. И дальше он приступил к переписке другой части, в которой, соответственно, уже не было Гемары. Вот давайте посмотрим просто на лист из второй части. Здесь очень интересно, несмотря на то, что он вообще-то написал 2 колофона к этой рукописи, может быть, он боялся, что они пропадут, я не знаю, но на всякий случай он и внутри текста несколько раз выделил свое имя. И здесь очень хорошо видно, вот посмотрите, такими галочками подчеркнуты первые буквы в строчках, которые складываются в его имя Шломо. Да, прием, которым пользовались переписчики в средние века, чтобы показать, значит, или подчеркнуть, или напомнить еще раз, чья все-таки эта работа. А с левой стороны, кстати, тоже вот интересно, вот эта сшивка. Сшивка свидетельствует о дороговизне материала. Если пергамент был с каким-то дефектом, но этот дефект при обработке кожи, да, не попадал на ту часть, где переписывался текст, имело смысл этот лист сохранить. Слишком дорого было его выкидывать. И тогда его вот каким-то таким образом латали, вот можно сказать, заплатку ставили. Но переписав все это, кстати, вот был трактат П.А., да, трактат, который вот говорит о краях, то есть о том, содержит законы отделения части урожая на благотворительные цели. Ну, он все это, значит, переписал, и на листе 563
написал второй колофон, в котором тоже появляется дата, это 17 Тевета 5103 года, то есть 15 декабря 1342 года. Для нас это огромный подарок. Смотрите, он нам подарил две даты, и мы видим, сколько страниц есть между ними. Из этого, исходя, мы можем высчитать его производительность труда примерно. Можно сказать, что он переписывал по 2 с хвостиком листа в день. И тогда, если все это посчитать, то получается, что он потратил на переписку всего этого Талмуда не меньше 260 рабочих дней. Но давайте приплюсуем праздники, субботы, естественно, дадим ему один больничный лист какой-нибудь в середине и скажем, что у него ушел на переписку этого тома примерно год. Вот Рабинович переписывал 2 года в XIX веке, а он в XIV веке за год справился с этой задачей. Но Рабинович все время сравнивал это все еще с другими рукописями, конечно, не просто переписывал. Он главный писец, тут нет никакого сомнения, Талмуд переписан им, но все-таки есть еще 2 человека, которые внедрялись в корпус этого текста. Один писец безымянный, мы не знаем, как его зовут, его принято называть писец А. Он писал немножко в начале, вот в маленьких этих трактатиках, предваряющих Талмуд, немножко в конце и немножко в середине. И есть еще один человек, тоже большой вопрос, он, наверное, был одним из владельцев уже позднего этого Талмуда, но тем не менее он был не только владелец, потому что он вмешался в текст, он тоже переписывал, он делал большие пометы на полях со своим именем и переписывал кусочки текста. Вот в частности, я вам хочу показать, его зовут Ехосеф Биньямин, что на листе 576 ректа он переписал, это уже Талмуд кончился, он переписал здесь небольшие галахические постулаты, которые выносил в свое время рабби Гершом Меор Хаголас, святоч изгнания. Это был знаменитый раввин конца X, самого начала XI века, которого до сегодняшнего дня все знают, потому что он очень много всего поназапрещал евреям. И, в общем-то, известно, ну и самое главное, что все цитируют, это то, что он запретил на 1000 лет евреям полигамию, и он еще ввел такое постановление о запрете чтения чужих писем, да, то есть сохранение частной жизни. Вот это, кстати, постановление мы можем здесь увидеть. Вот написано «Шело лирот бихтав хаверо», да, чтобы не смотреть на то, что пишет ближний твой. Вот, это первая часть. А вторая часть, вот на этом же листе, это длинная родословная вот всей семьи этого самого владельца, писца нашей рукописи. И тут можно увидеть его имя. На 4-й строке снизу, вот в самом конце, там вот есть написано, что вот, например, Шимшон родил Иосифию Биньямина. Вот этот Иосиф и Биньямин, вот это его почерк, и это, так сказать, его часть. Если мы посмотрим, кстати, то между этими 2 записями еще есть небольшая запись ашкеназским поздним почерком Лейб Егуда. Вот тут видно, да? Тоже какая-то, даже можно сказать, роспись пера, потому что рядом его же почерком алфавит в обратном порядке записан и так далее. Это все говорит о том, что рукопись вот это гуляла по свету. И вкратце, вот еще, я хочу рассказать, кроме того, что мы поняли уже ее значимость для науки и поняли, насколько ее текст был важен и точен, вот я бы еще что сказал. Мы знаем, кто такой этот самый Мататья бен Йосеф. Это знаменитый раввин, родом из Прованса, который был раввином в Париже, но после 1361 года, когда евреям разрешили туда вернуться. И похоже, что вот с ним его запись есть еще на одном листе, я вам его не показываю, но если будете смотреть сами этот Талмуд, увидите, там просто провансальским почерком примерно этого времени перечислены все трактаты, которые есть в этой рукописи, в том порядке, как их установил вот наш
писец. Дальше в рукописи есть пару актов о купле-продаже, которые фиксируют то, что она была на итальянской земле. Это конец 15 века, 1480 год и 1500. Есть экслибрисы, из которых мы понимаем, что потом она переехала в ашкеназские земли. Потом мы знаем, что она с XVI века находилась во владении известной семьи Ульма. И есть экслибрис этой семьи, такой знаменитый тоже. И там, кстати, есть и год 1588. Вот. Мы знаем, что в 1772 году она была приобретена одним из монастырей в Баварии. Монастырь, который собирал рукописи, вернее, я бы сказал, настоятель монастыря был настоящий книжник и собирал рукописи. А в 1803 году библиотека этого монастыря поступила как раз в Королевскую библиотеку Мюнхена. То есть с 1803 года она хранится вот в Мюнхене, в той библиотеке, в которой, собственно говоря, Рабинович ее и получил. Вот вам краткий рассказ про эту жемчужину. Но я бы вот еще хотел сказать, что, знаете, эта рукопись для изучения Талмуда и для уточнения текста Талмуда, она не менее важна, чем Алепский кодекс для изучения, или Ленинградский кодекс для изучения библейского текста. Вот она явилась основой основ. И мне кажется, что если бы герой повести Агнона, наш замечательный Мойша Пинхас, мог попасть тогда в библиотеку в Мюнхен и воспользоваться этим Талмудом, я думаю, он победил бы в этом споре. Вот я хочу в это верить. Большое спасибо. Thank you.